Здравствуйте, друзья! Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» один из самых громких ньюсмейкеров в мире музыки, победитель очень престижного и очень известного международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена Юлиана Авдеева. Здравствуйте, Юлиана. Здравствуйте. Рад приветствовать в этой студии свою тезку. Очень приятно прийти и познакомиться с моей тезкой. Зрители, загадывайте желание, вы как раз находитесь посередине. У вас совсем недавно состоялся концерт, сольное выступление в концертном зале Мариинского театра. Вы вот только что появились в Москве, а победа триумфальная состоялась в октябре 2010 года. Довольно серьезный разрыв между первым появлением на родине и вот этим замечательным выступлением на конкурсе Шопена. Что происходило в вашей жизни? Конечно, я должна сказать, что вот эти 3 месяца были полны всяких самых интересных событий, и мне удалось очень много уже за эти 3 месяца посмотреть, много поездить, поиграть с замечательными оркестрами, как, например, с оркестром Нью-Йоркской филармонии или с оркестром NHK в Токио, поиграть, поработать с маэстро Дютура, с Алланом Гильбертом и с разными другими интересными музыкантами. И, конечно, как сказать, жизнь стала более интенсивной. Вот в этот период она была очень богата, наполнена всякими разными событиями, разными выступлениями. Вот, я очень рада была приехать наконец, Добраться на родину, да, и поиграть в этом прекрасном концертном зале в Петербурге. Я в полном восторге от самого зала. Мне было очень приятно, что мой концерт имел такой интерес у публики, что был действительно переполненный зал. И как-то какое-то это все-таки все равно для меня особенное чувство играть в России. Это что-то все равно немножко другое. Юлиан, программа концерта состояла из произведений Шопена. Да. Это вот такая дань конкурсу, или это действительно ваш любимый композитор? Почему такой выбор? Я бы сказала так. Шопен все равно, как бы независимо ни от чего, занимает в моем сердце и в моей жизни совершенно особое место. Для меня это было очень важно тем, что я, как бы скажем, свой первый важный концерт в России, на этом концерте могу представить музыку Фредерика Шопена, которая, в общем... Так помогла? Можно сказать, да, имеет особое значение в моей жизни. И я очень, не знаю, мне это было действительно очень важно сыграть именно сольный концерт из сочинений Шопена. Но я должна сказать, что в целом мой репертуар не ограничен только музыкой Фредерика Шопена. Я, в общем, человек достаточно всеядный и всесторонний, и всегда играла музыку самых разных стилей, в том числе меня всегда интересовали исторические инструменты, исполнение музыки на исторических инструментах. Это значит, например, исполнение сонат Бетховена на инструментах времен Бетховена. Клавесин, клавикорд. Клавесин, клавикорд. Клавесин меньше, меня больше интересует историческое фортепиано. А это ваша особенность? Или это такая мода, такой тренд сейчас у музыкантов, пианистов опробовать и представлять аутентичные инструменты? Не могу так ответить на этот вопрос, потому что у меня этот интерес пришел, в общем, достаточно внезапно и неожиданно. Мне повезло, что когда я поехала в Цюрих и занималась там с одним из ведущих клавесинистов 20 века, это Йохан Зонлейтнер, это было совершенно случайно. И как-то он очень удивился, именно, вот я просто ходила к нему на уроки, он удивился моей способности очень быстро переключаться, потому что я не умела вообще, не играла вообще до того момента ни на каком историческом инструменте, он удивился моей способности в момент переключиться вот с современного рояля на исторический. Когда я села вот за этот, как он называется, старинный расстроенное пианино, для меня открылся целый новый мир. Я надеюсь очень, что я этот интерес могу дальше подпитывать, потому что для меня это действительно какое-то вот обогащение. Для меня это открытие. Вот совершенно честно говорю. Ну, вернемся к конкурсу. Когда я видел видеоматериалы и ваше финальное выступление, и
концерт торжественного закрытия, было видно, что вот в концерте Шопена у вас подрагивали пальцы. Это было волнение, которое вы пытались скрыть, или такая аберрация оптических систем? Нет, когда я выхожу на сцену, я скажу совершенно честно, конечно, присутствует такое приятное волнение, но не боюсь, не это волнение. А волнение плюс, которое волнение, добавляет. которое дает особое, именно что отличает сцену от будничной повседневной жизни. Именно вот та прелесть сцены, которая так меня лично привлекает. А конкурсная сцена, что это для вас? Это когда вы знакомитесь с замечательными коллегами, с интересными людьми, когда есть атмосфера какой-то благожелательности, или наоборот, это террариум, это зависть, это жесточайшая конкуренция и постоянное ощущение дискомфорта? Я должна сказать совершенно честно, когда я ехала на конкурс Шопена, когда я выходила на сцену, и вообще в целом, и когда я выходила на сцену, я не думала о том, что сейчас я с кем-то соревнуюсь. Я выходила в Варшаву, в этот прекрасный филармонический зал, который вообще в истории музыки Шопена такой, скажем, имеет это такое важное место. Играть вообще перед польской публикой, играть сочинение Шопена, это тоже что-то совершенно особенное, потому что это настолько, идея вообще самого Шопена настолько сплощает поляков в моем представлении. За это я их безумно уважаю. Именно вот за это, в общем, совершенно безграничное преклонение перед музыкой Шопена. И когда я выходила на сцену, во-первых, что помогло, это с первого тура зал был раскуплен. Не было ни одного свободного места. То есть ты выходил, и было ощущение, что ты как-то на фестиваль выходишь, ты делишься своим ощущением музыки Шопена с варшавской публикой. И вот мне кажется, что именно это очень раскрепощает. Ты не зацикливаешься на том, что должен сейчас сыграть лучше, быстрее, или вообще, что кто-то слушает и судит. Я имею в виду, как вот соревнования. Да. Мне показалось, что мне это очень помогло, потому что у меня не было вот именно такой вот надо сейчас что-то. А вы почувствовали, что публика в зале, вот этот переполненный зал, который присыщен интересом каждому исполнителю, вы почувствовали, что заставляете вас полюбить? Я считаю, что вообще публика меня очень поддерживала во время всего конкурса. Мне очень хорошо аплодировали. Это, конечно, очень, очень приятно. Я должна в целом сказать, что это именно особенность поляков, что в целом, когда играешь музыку, они любят каждого человека, который соприкасается с гением Шопена вот, непосредственно. Это значит, пианисты, скажем так. И это именно вот это, мне кажется, было это большим плюсом на этом конкурсе, потому что даже среди участников атмосфера была исключительно спокойной и ровной. Не было... Для меня вообще в целом весь этот октябрь, эти 3 долгих, в общем-то, недели, по сути дела, останутся навсегда в памяти именно таким совершенно светлым. На конкурсе Шопена чаще побеждают мужчины. Марта Аргерих, великая Марта Аргерих, в 1965 году стала победительницей конкурса, и вот теперь вы. Но вообще конкурсы такого уровня часто сотрясают скандалы. Знатоки помнят, как в 1995 году жюри конкурса Шопена решило не присуждать первую премию, а вторую присудило Алексею Султанову. Он на то время уже был победителем конкурса имени Вана Клиберна и отказался от второй премии, но решение далось ему столь тяжело, он так страшно переживал, что в 26-летнем возрасте заработал инсульт. Вот цена вопроса. Скажите, а вы, Юлиана, вы как-то просчитывали для себя, отыгрывали ситуацию, что вы, приехав на конкурс, не получаете ничего? В тот момент, когда ты вообще собираешься ехать на конкурс, в целом и частно, в любом случае, конечная цель или внутреннее желание должна быть, что ты уверен в том, что ты можешь победить, потому что иначе ехать на конкурс не имеет смысла. Если ты знаешь, что ничего не будет, тогда зачем ехать? Другой вопрос, что это нельзя, вот, скажем, эту цель и это желание нельзя ставить как именно, что вот если эта цель не будет достигнута, то мир развалится, да, что все будет закончено. Мне кажется, что какую-то середину вот между этими двумя позициями очень важно найти. Я еще раз повторяю, я ехала туда, мечтая в душе глубоко о том, что я смогу его выиграть, но в то же время я старалась не
э, не зацикливаться настолько именно, что случится, а если этого не будет, именно как я на это буду реагировать. Ну, мне вот... А может это, я спрашиваю, а вы фанатично преданы инструменту? Вы вообще фанатик рояля? Вы способны сутками не вставать из-за инструмента? Вы чувствуете, что вам не хватает этих 7-8 часов, что это время недостаточно для занятий? Вот. И вообще, поменялся ли ваш график после победы? График занятий? Я понимаю. Если вы имеете в виду, что фанат – это человек, который просиживает за инструментом много часов, то я не фанат. Мне кажется, что музыка созревает не только в пальцах и в чисто в механических моментах, но в первую очередь это в душе и в голове. Это, что для меня означает, что я очень часто могу заниматься без инструмента, то есть я могу об этом думать. Если вы спросите, постоянно ли музыка в моей голове, это другой вопрос. Вот на этот вопрос я отвечу «да». То есть даже если я не сижу за инструментами и не занимаюсь, это не значит, что в моей голове ничего не происходит. Как раз какие-то идеи и даже решения каких-то проблем фразировочных, даже технических, иногда происходят без инструмента, просто в голове. Потому что голова занята решением этой проблемы, и очень часто мне удается решить какие-то задачи без просиживания. Мне кажется, намного важнее содержать все это в голове, и какие-то спонтанные решения благодаря этому могут приходить прямо на сцене. Какие-то новые идеи, какие-то, не знаю, вот именно что-то новое, спонтанное, то, чего ты не мог заучить. Потому что заучивание... И, наверное, это самое ценное. Наверное. Именно потому что тогда ты не повторяешься, не повторяешь свое высказывание 2 раза, скажем, вот ты играешь 2 концерта подряд, и ты играешь все равно по-разному, потому что какие-то новые возникают мысли, новые решения. Как мне приятно это слышать. Очень приятно. Победители конкурсов имеют материальные активы, золотые медали, солидные денежные призы, ну и, конечно, нематериальные в виде гордости, радости за себя любимую. У меня еще был венец серебряный. Вот, тем более, понимаете? Вот, у меня такое... А я хочу спросить, а что получают педагоги, любимые педагоги, которые очень часто остаются за кадром, но чья работа колоссальная, титаническая, базисная работа? Вот ваши педагоги, что они получили? Независимо от конкурса, у меня всегда, до сих пор, я в очень тесном контакте со всеми людьми, которые на протяжении моей жизни меня сопровождали. Во-первых, это моя самая первая учительница из Гнесинской десятилетки Елена Петровна Иванова. Я пришла к ней в 5 лет, и она меня провела все 13 лет до моего выпуска в школе. Это совершенно для меня особый человек в моей жизни. И то, что она слушала весь конкурс, то, что она переживала, и ее поддержка была для меня очень важна. Потом, конечно, когда я закончила школу, я совмещала обучение в Цюрихской высшей школе музыки у Константина Щербакова и параллельно в Гнесинской академии Владимира Владимировича Тропа. Я никогда не концентрировалась на одной точке зрения. Вот благодаря каким-то разным импульсам со стороны разных, совершенно разных людей, в том числе последние 2 года это была фортепианная академия на озере Кома. Это очень особенно, я считаю, что это совершенно уникальное место, и нет эквивалентов в мире этой музыкальной академии. Суть ее в том, что там берут 6 пианистов всего. И каждый месяц с нами занимаются разные музыканты, как Дмитрий Александрович Башкиров туда приезжает Менахем Преслер, туда приезжает Фуцонг, Борис Берман. И каждый месяц они вот на неделю нас собирают, с нами занимаются. И это дает шанс, во-первых, показывать все время разный репертуар, потому что там не приветствуется его, в общем. Какая интересная методика, да. Это очень интересно, потому что ты выбираешь то, что тебе близко, и ты берешь от разных людей разные импульсы, и что-то из этого лепишь свое. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Сегодня в главной роли на телеканале «Культура» была Юлиана Авдеева, победительница 16-го международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена. Обязательно с вами увидимся. Слушайте хорошую музыку в замечательном исполнении. Счастливо!